Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 13 апреля. Поехали! В Южной Африке продолжаются аномальные дожди, которые вызвали масштабные наводнения и оползни. Эти стихийные бедствия унесли жизни по меньшей мере 45 человек. Как сообщают местные СМИ, пострадал северный пригород главного порта страны Дурбана, где этими ливнями были затоплены жилые кварталы. Во многих местах сошли крупные оползни, которые с собой унесли дома и автомобили. Вышедшие из берегов реки затопили огромные территории жилых секторов. Многие дороги также оказались под водой. Десятки объектов провинции были повреждены. Наводнение повлияло и на связь. Также были затоплены несколько электростанций и водоочистных сооружений. Согласно сообщениям, в провинции было закрыто более 500 школ. Ситуация осложняется тем, что ливни продолжаются. Власти опасаются увеличения числа пострадавших от этой стихии. Коммунальные службы и спасатели работают круглые сутки. Люди остались без света и воды, а многие и вообще без жилья. За последние сутки в провинции Квазулу-Натал выпало 200 мм осадков, а это норма за 2 месяца. По северной части штата Айова пронеслись несколько довольно крупных торнадо. На данный момент известно о прохождении как минимум 4 торнадо. Наиболее крупные прошли недалеко от Гилмор-Сити и Форт Додж. В обоих населенных пунктах эти гиганты успели нанести повреждения инфраструктуры и привести к гибели людей. Сообщается о 6 местных жителей, которые получили травмы различной степени тяжести, среди которых есть также дети. 2 человека, к сожалению, погибли. Торнадо, который крушил все недалеко от Гилмор-Сити, метеослужба США присвоила 2-й класс опасности по шкале Фудзиты. А это означает, что ему под силу опрокидывания поездов, может валить деревья и вырывать их с корнем, срывать крыши из домов. Десятки зданий уже получили значительные повреждения после буйства стихии. Многие районы остались без света. Местные жители также отметили выпадение крупного града, размеры которого достигали 5 сантиметров в диаметре. Торнадо, который пронесся в окрестностях Техаса, ранил не менее 25 человек и разрушил десятки домов. Метеослужбы ранее выпустили предупреждение о формировании торнадо во всех частях Остина и Саладо. Именно в Саладо и был отмечен этот торнадо. Техасское управление по чрезвычайным ситуациям уже подтвердило, что смерч разрушил 20 домов и еще 15 частично повредил. Пострадавшим жителям от буйства стихии была оказана вся необходимая медицинская помощь. Но это не главная новость из Саладо. Тут выпал град, размеры которого достигали 14 сантиметров в диаметре. Представьте себе такие куски льда, которые летят со средней скоростью 50 км в час. Это смертельное оружие. Этот град удивил местных жителей, которые сумели запечатлеть такие градины. Такой град падает нечасто, но последствия от его выпадения просто ужасны. И не дай бог попасть под такой град на открытом воздухе. На данный момент власти занимаются восстановлением инфраструктуры и проводят оценку повреждений от буйства стихии. Сильная пыльная буря обрушилась на окраину города Джохи, провинция Синд, Пакистан. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. При этом видимость снизилась до 200 метров, а местами и до десятков метров. По словам очевидцев, пыльная буря выкорчевала сотни деревьев, повредила линии электропередач, сорвала вывески и рекламные конструкции, разрушила крыши и разбила окна в разных частях города. Пострадало 25 человек, получивших различные травмы. В связи с непогодой были закрыты школы и государственные учреждения. Синоптики прогнозируют новую пыльную бурю уже в эту пятницу. Власти уже выпустили соответствующее предупреждение. 60 человек погибли от тропического шторма Мэгги на Филиппинах, а в общей сложности уже пострадало 580 тысяч. По данным агентства, большая часть смертей приходится на провинцию Лейте, там же 27 человек числятся пропавшими без вести. Зафиксировано 453 наводнения и 43 оползня, причем некоторые из них настолько массивные, что обозревать их пришлось только с помощью воздушной техники. Повреждены 179 дорог и 7 мостов. Как минимум в 70 городах наблюдаются перебои с электроснабжением, а также с водопроводом.
Тропический шторм Мэгги обрушился на восточную часть Филиппин. Максимальная скорость ветра составила в среднем 21 метр в секунду с порывами до 30 метров в секунду. Некоторые деревни оказались погребены под селевыми потоками, другие были смыты в море. Спасателям, которые пытаются помочь выжившим, часто приходится действовать по пояс в илистой воде. В пострадавшей от бедствия зоне находится около 100 тысяч человек, многие из них нашли укрытие на возвышенностях. Ежегодно Филиппины сталкиваются примерно с 2 десятками таких штормов, которые становятся все сильнее. По меньшей мере 2 постройки были потеряны в результате пожара на траве возле Лас-Анимас в Колорадо. Шоссе 50 в западном направлении между Лас-Анимасом и Ла-Марком было закрыто. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям округа Бенд, этот пожар начался около форта Бенц ранее в тот же день, к западу от Лас-Анимас. Затем огонь распространился по руслу реки и теперь также горит к востоку от Лас-Анимас. На данный момент нет точной информации, какую площадь успел охватить этот пожар. Был эвакуирован весь форт Леон, в том числе 125 человек. Пострадавших нет. СМИ подтвердили, что горят 2 отдельных пожара, один к западу от Лос-Анимас и один к востоку от Лас-Анимас. Причины обоих расследуются. 11 апреля в мертвом пятне на Солнце произошло мощное извержение и поток плазмы, который направляется в сторону Земли. Мощный выброс потоков солнечных частиц и корональный выброс массы произошел в мертвом солнечном пятне под названием AR-2987. В результате в космос вырвался мощный поток плазмы, который достигнет Земли уже 14 апреля. На нашей планете ожидается появление очень ярких полярных сияний и геомагнитные бури класса G1. Бури такого класса могут привести к сбоям в работе спутников и энергосистем на планете. Пятна на Солнце – это темные области на поверхности звезды, которые вызваны мощным магнитным потоком из недр Солнца. Они могут существовать как несколько часов, так и несколько месяцев. Именно в таком мертвом пятне и произошла солнечная вспышка класса С. На севере Греции вспыхнул лесной пожар, который уже охватил площадь в 20 гектар лесных угодий. Этот пожар в лесном массиве Мола-Калива в Халкидики пока не распространился на жилые районы. Также пока неизвестно, что стало причиной пожара. Команда из 150 пожарных и 45 пожарных машин пытается потушить пожар вместе с добровольцами из местных муниципалитетов. Однако сильный ветер мешает их работе. Как отмечают местные СМИ, порывы ветра, которые дуют в этом районе, достигают силы от 7 до 8 баллов по шкале Бофорта, а это крайне затрудняет тушение этого пожара. Основные очаги возгорания находятся в труднодоступной местности. По данным пожарной службы, на прошлой неделе задолго до начала пожароопасного сезона вспыхнули более 400 лесных пожаров. Некоторые из них были очень большие. Снежная буря обрушилась на северо-восток Северной Дакоты. Вскоре этот шквал превратился в сильный снегопад, в результате которого выпало не менее 10, а в некоторых районах более 20 сантиметров снега. Видимость местами не превышала и 100 метров. Такие погодные условия спровоцировали проблемы в транспортном сообщении. Также сообщается, что многие районы временно остались без электричества. Штат Северная Дакота славится переменчивой погодой. С утра может светить солнце, а к вечеру начинается ураган. Синоптики прогнозируют, что эта неделя будет самой суровой и сложной в апреле месяце с точки зрения погодных условий для большей части Соединенных Штатов. Весна уже вступила в свои права в северном полушарии США, так что такой снегопад в это время года стал историческим. Последний раз такие осадки в апреле месяце наблюдались 25 лет назад. В целом аномальные холода и любые резкие перепады наступают из-за климата, который постоянно меняется. Мексиканские власти привлекли 800 работников Национальной комиссии по лесному хозяйству, а также военнослужащих для тушения крупного лесного пожара, который находится на границе северных штатов Коаила и Нуэво-Леон. Борьба с огнем идет в сложных условиях, на высоте более 2,5 километров над уровнем моря. Согласно примерным оценкам, огонь, который начался еще во вторник, уже уничтожил свыше 5000 гектар лесов. Несмотря на увеличение числа людей и воздушных судов, которые задействованы в тушении этого пожара, взять ситуацию под контроль пока не удается. Лесной пожар, который бушует с Сьерра до Сантьяго, приближается к жилым секторам. Власти объявили эвакуацию населения. В ликвидации лесных пожаров принимают участие и 5 вертолетов. Из-за лесных пожаров пострадали по меньшей мере 5 человек, а погибших не сообщается.
За последние сутки на Земле произошло 104 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 5,9. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Смешные котики. Являетесь ли вы страстным любителем кошек или нет, но я уверен, что абсолютно равнодушных людей к этим милым созданиям нет, ведь это просто невозможно. Смешные кошки – лучший антидепрессант. Порой хватает одного взгляда на забавно играющегося котенка со своим хвостом или смешно спящую кошку, чтобы сделать свой день. Кошки и коты, несмотря на свою милую внешность и мягкие лапки, создания довольно боевитые. Если вы думаете, что вам удастся силой покорить кошку, эта ошибка может стоить вам дорого. Предлагаю вам отвлечься от будничной суеты и посмотреть нашу подборку, в которой собраны самые смешные и забавные кошки. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.